Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. Сегодня я проведу небольшой видеообзор теплицы дачная, которая производится в городе Винница. Она куплена 8 лет назад и как же себя порекомендовала. Смотрите дальше. Теплица себя показала с хорошей стороны. 5 лет я даже не снимал с нее пленку, потому что она была хорошая зимой. Но затем выпал сильный снег, она сложилась и пришлось немножечко укоротить. Ширина теплицы 3 метра, длина была 6, высота 2 метра. Сейчас она стала на метр короче, 5 метров. И вот очередная проблема. Был сильный ветер, и сбоку почему-то повыгибало профиля. Теперь необходимо будет это все дело отремонтировать. Вот видно, что некоторые профиля согнуло от силы нагрузки. Вверху также я раньше не ставил подставку на зиму, но из-за этого крыша у меня была провалена. Здесь вот видно, что пошел изгиб этой дуги, поэтому придется ее слегка подогнуть и подлатать. Один профиль полностью вот поломала, перегнула, поэтому нужно будет тоже поставить какую-нибудь латку. В целом пленка еще в порядке. Я покупал пленку фирмы Союз, хорошая, но вот проблема с каркасом. В первую очередь необходимо отремонтировать это поломанное место. Теплица выполнена из такого профиля, тонкого, оцинкованного. В принципе, она недорогая. Я покупал ее порядка 1000 гривен. Ну, желательно, конечно, чтобы было потолще несущая часть, потому что вот такие проблемы проявились. Это все с северной стороны, потому что у нас преимущественно дуют северные ветра. Я подпер снизу палками, чтобы временно больше не выгнуло все. Но это все нужно теперь устранить. Для ремонта этого участка теплицы я буду использовать кусочки профиля, который остался у меня от демонтажа того метра, который сложился, и обычные обложки, которые используются для крепления пластика и гипсокартоновых конструкций. Прикладываем с внутренней стороны к месту излома и будем крепить. Затем эти саморезы достану и закручу с той стороны, чтобы не рвать пленку. Получился у меня каркас после закрепления. После этого с улицы необходимо закрутить V-образную часть по 2 самореза, сверху и снизу. Ремонт этой теплицы очень универсален. Можно использовать обычные алюминиевые заклепки, просверлив предварительно дырочки и закрепить. Можно использовать бложки или болтики с гаечками после сверления отверстий. Если саморез не достает, можно использовать подлиннее, для того, чтобы они хорошо сжались. Болтик с гаечкой. Здесь видно, что для ремонта теплицы я применял алюминиевые заклепки, и они пока держатся. Крепление пленки к теплице проводится специальными скобами с креплением болт с гайкой. Хлопотное дело, но после этого пленка натягивается и звенит как барабан. Завесы, которые идут в комплекте, немного хлипковаты, и дверь начала расшатываться. Образовались зазоры, возможно, теплица немножко разошлась на земле. Здесь нужно будет придумать какие-нибудь уплотнители. Для фиксации форточек в комплекте идут обычные оконные защелки, но они тоже иногда зазоры большие, поэтому защелки стандартно не хватает и приходится ставить обычный шпингалет. Существуют поликарбонатные варианты такой теплицы. У них чаще и толще идет профиль. Конечно, можно эту теплицу также накрыть сверху пленкой, а в торцах агроволокном, что сделает лучшую вентиляцию, если у вас там сильно влажно. Таким способом я подремонтировал также стоечные профиля, которые являются ребрами жесткости, и края теплицы не загибаются с одной и с другой стороны. Я предпочитаю садить огурцы в покрышки старые, предварительно засыпав туда удобренную землю, и после этого сажаем где-то по 3-4 куста огурца в каждую покрышку. Это очень удобно для полива, и влага в них дольше сохраняется.
Некоторые источники считают, что посадка овощей и фруктов в покрышке очень вредна за счет выделения ими вредных веществ. Но у меня уже покрышки старые, и даже самый жаркий день запаха резины я не чувствую. И огурцы ими не воняют. Таким образом, теплица дачная очень легко ремонтируется за счет того, что выполнена из оцинкованных профилей. И это доступно каждому садоводу. Вы были на канале Дело мастера боится. Пишите комментарии, замечания, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.